Красная площадь оцеплена. Зеленский дважды обратился к Путину. Срыв военного парада или принятие условий Киева. Заявление из Банковой. Армия РФ пошла в атаку перед парадом. Масштабный штурм начался. Перегруппировка сил. Первые раненые в рядах ВСУ. Путин выпустил спецпредупреждение. Реакция Москвы на слова Зеленского. Послание Киеву и Западу. Захват китайских военных. Граждане Поднебесной в украинском плену. Пекин озвучил требования. Коррупция страшнее войны. Детали резонансного опроса и внезапное возвращение. Соратник Зеленского, участник коррупционного скандала Миндич, может вернуться из Израиля и дать показания. Против кого? Польша вывела танки в столицу, Венгрия возвращает Киеву деньги, а немец отсудил 1000 евро из-за битвы за шезлонги в отеле. Пример для каждого, кто оставлял полотенце на пляже. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку. Я начинаю. Москва превращается в крепость перед 9 мая. Центр города стянут заборами, вооруженными патрулями и колоннами разной спецтехники. Власти вводят беспрецедентные меры безопасности. Красная площадь буквально оцеплена. Украина при этом намекает, готовит дальнобойный удар по российским объектам из-за оголения городов. Системы ПВО из регионов переброшены к Москве, а значит менее прикрыты, уверяют на Банковой и называют атаки дальнобойными санкциями. Зеленский, который накануне заявил о срыве России объявленного им перемирия, отправил сразу несколько сигналов Путину. У того есть время подумать, говорится в публикации, пока же Украина выбирает цели. Цитирую. В то же время мы фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Соответствующие приоритеты будут определены. Украина уже неоднократно предлагала России перейти к реальной дипломатии и обеспечить прекращением огня необходимое доверие к дипломатическому процессу и условия для достижения результата. Украинские предложения находятся на столе переговоров. Тем временем мировая пресса пишет о том, пойдет ли Зеленский на перемирие 8 и 9 мая, предложенное Кремлем, с учетом того, что Кремль не пошел на условия Зеленского. Издание Kyiv Independent пишет, что Украина не видит причин соблюдать прекращение огня ради парада. Кроме того, в Киеве уверяют, что заинтересованы в безусловном прекращении огня, а не во временном. В украинском правительстве, в частности, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Мирешко, как пишет издание, заговорил о поражении Путина. Мирешко предположил, что единственная цель Путина при предложении перемирия на 8 и 9 мая – избежать унизительного срыва военного парада 9 мая в Москве. Такое предложение – это признак слабости и паники со стороны Путина, заявил Мирешко Kyiv Independent. Кошмар Путина, чтобы военный парад был сорван или испорчен, что пошлет российскому населению сигнал. Путин слаб, он проигрывает войну и не способен обеспечить безопасность россиян. Зеленский еще не принял решение, останавливать ли огонь согласно российскому перемирию. Об этом тем временем пишет BBC, по сути опровергая предыдущую информацию. Президент еще не определился относительно 9 мая. Он принимает решение в таких условиях со дня на день. То есть, если они сегодня атаковали, то и мы тоже будем атаковать завтра, сообщил BBC News Украина, источник во власти. Путин бросает вызов Зеленскому, и срыв украинского перемирия – это провокация с целью новой эскалации. О таком варианте уже развитие событий пишет Жечь Посполита. Авторы материала считают, что у России, вероятно, есть план. И вот какой. Давайте процитирую. Путин не может не понимать, что, бомбя украинские города, он развязывает руки властям в Киеве, которые могут болезненно ответить 9 мая. Возможно, однако именно на это и рассчитывает хозяин Кремля. Украинские дроны, прилетающие во время парада, Путин мог бы использовать как повод для проверки лояльности собственного окружения, особенно на фоне последних сообщений о его навязчивых страхах, и для проведения новой волны принудительной мобилизации. Отмечу при этом, что на данный момент известно, Россия отменила парады Победы на 9 мая как минимум в 15 регионах России. Об этом пишет Астра. В основном это приграничные регионы, но и не только. В то же время Зеленский уже поздно вечером вновь обратился к Москве и снова заявил, что на столе предложение, и Киев ждет на него ответ. Он также упомянул в своей речи Путина и призвал его завершить войну.
Если же эту одну личность в Москве, которая не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, это уже другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно завершить эту войну. Россия довоевалась до того, что их главный парад теперь зависит от нас. И это четкий сигнал: войну нужно заканчивать. Россия же после заявления Зеленского буквально в течение получаса выпустила заявление: это спецпредупреждение Путина для Киева и дипломатов других стран, которые находятся в украинской столице. Заявление Кремля представил МИД России. Там заявили: если парад будет сорван, Россия ударит по Украине. Заявление звучит по центрам принятия решений. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений. Армия России пошла в атаку прямо перед парадом. Штурмы зафиксированы в Покровской агломерации. Об этом заявляют украинские десантно-штурмовые войска. Там говорят о первых раненых военных ВСУ в результате попыток наступления. Меньше чем за сутки 3 масштабных штурма, 28 ударов, включая 6 авиаударов кабами. Украина заявляет о фиксации активной перегруппировки российских сил на этом направлении. 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ продолжает мониторить ситуацию на нашем участке ответственности, осуществляя в настоящее время исключительно зеркальные меры в ответ на действия противника. Российская сторона при этом 6 мая отчиталась о масштабном ударе по украинским объектам. В официальном заявлении Минобороны РФ говорится следующее. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Детали не приводят, при этом Украина заявляет об атаках России по 7 областям, в том числе по Сумам, в частности о прилете по зданию детского сада. Известно о 2 погибших женщинах, работницах сада. Детей при этом не было. 7 мая в городе день траура. Захват китайских военных. Граждане Поднебесной попали в украинский плен. Пекин обратился к Киеву. Китай публично подтвердил, что держит на контроле судьбу своих граждан, попавших в плен на украинской линии фронта, воюя на стороне России. В Пекине заявили, что требуют от Киева соблюдать международные нормы обращения с пленными китайцами и уже принимают меры для их возвращения домой. Речь идет о 2 китайцах, которые находятся в плену с 2025 года. Китай неоднократно публиковал предупреждения о безопасности, призывая граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не вовлекаться в них в какой-либо форме, особенно избегать участия в боевых действиях на чьей-либо стороне. Польша вывела технику в столицу и требует ввода американских войск, новых дополнительных сил на фоне недавнего скандала между США и Германией. В центре Варшавы показали танки «Леопард» и «Абрамс», гаубицы, дроны и бронемашины. Министр обороны Польши прямо заявил: без США НАТО не существует, и подтвердил готовность принять еще больше американских войск. Варшава ведет отдельные переговоры с Пентагоном и настаивает на сохранении в Европе около 75 тысяч американских солдат. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал американских военных ехать именно в Польшу. Цитирую: «Нас не волнует, откуда именно прибудут эти американские солдаты. Они будут желанными гостями в Польше. Мы считаем, что соглашение о статусе войск выгодно для Соединенных Штатов, поскольку мы поддерживаем их присутствие с суммой в $15 тысяч на одного военнослужащего. Поэтому мы приглашаем их сюда, туда, где находится реальная угроза, всего в 250 километрах отсюда». А это уже взрывы и F-16 в небе Литвы. Вильнюс также начал готовиться к возможному выводу американских войск из Германии и уже открыто зовет армию США ближе к границам России. На фоне масштабных учений у Сувалского коридора президенты Польши и Литвы также заявили, что готовы принять дополнительные американские силы и строят под них инфраструктуру.
Коррупция страшнее войны, так считает большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии. Согласно исследованию, 54% респондентов назвали коррупцию во власти главной угрозой для развития страны. При этом войну России против Украины опасностью считает лишь 39% опрошенных. Украинцы по-прежнему сохраняют оптимизм. 63% респондентов положительно оценивают будущее страны через 10 лет, хотя с начала года этот показатель снизился на 3%. Также социологи спросили украинцев о готовности поддерживать непопулярные решения ради западной финансовой помощи. Вот как они ответили. 48% респондентов выбрали вариант, что Украина должна принять все необходимые решения, даже непопулярные, включая повышение налогов, чтобы получить финансирование. В то же время каждый третий респондент считает, что следует отказаться от непопулярных решений и повышения налогов, даже если это приведет к нехватке денег на оборону или социальные программы. Значительная часть опрошенных не смогла определиться со своим мнением. Соратник Зеленского, фигурант масштабного коррупционного скандала, может вернуться в Украину из Израиля и дать показания НАБУ и САП. Об этом со ссылкой на источники заявил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач. Речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче, который сейчас находится в Израиле и фигурирует в деле Мидас. По словам Ткача, в офисе президента могут быть заинтересованы в возвращении Миндича, чтобы он не создавал проблем власти, находясь за границей. Журналист также допускает, что бизнесмен может взять часть вины на себя. И ранее «Украинская правда» публиковала расшифровки разговоров Миндича, где упоминалось строительство элитных домов для Вовы и Андрея. Журналисты предполагали, что речь могла идти о Владимире Зеленском и Андрее Ермаке. Также журналист упомянул возможный интерес ФБР к делу и заявил, что американские исследователи при желании могли бы достать Миндича из Израиля значительно проще, чем украинские органы. Орбан уходит, деньги возвращаются. Будапешт вернул Киеву миллионы налички и золота Ощадбанка, которые были изъяты венгерскими спецслужбами еще в марте. В Киеве это уже называют символическим разрывом с политикой Виктора Орбана и первым сигналом потепления между двумя странами. Глава МИД Украины Сибига заявил, что новое венгерское руководство выбрало конструктивный подход, это была цитата, вместо прежнего давления и конфронтации. Напомню, Венгрия в марте изъяла у инкассаторов Ощадбанка около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограмм золота во время транзита через свою территорию, официально заявляя, что спецоперация прошла в рамках расследования по отмыванию денег. Украина называла это событие государственным терроризмом, бандитизмом и рейдерством и захватом и уверяла, что так Будапешт давит на Киев из-за нефтепровода «Дружба». Израиль боится тайной сделки Америки с Ираном. Как сообщает телеканал CNN, премьер-министр Нетаньяху срочно консультируется с администрацией Трампа, чтобы понять, о чем именно сейчас договариваются Вашингтон и Тегеран. Источники CNN утверждают, США и Иран близки к предварительному соглашению о прекращении войны. Израиль обеспокоен действиями Штатов и хочет оставить право за собой реагировать на региональные угрозы. Источник сообщил, что Израиль особенно обеспокоен возможной отменой экономических санкций против Ирана и добивается введения ограничений в отношении сети иранских прокси-группировок, а также программы баллистических ракет Ирана. Кроме того, Израиль хочет гарантировать, что любое соглашение сохранит свободу действий израильской армии в отношении региональных угроз. Тем временем Трамп заявил, что шансы на прекращение войны с Ираном очень высоки. В интервью BBC News американский президент сказал, что Тегеран может передать Соединенным Штатам свои запасы высокообогащенного урана и отказаться от работы подземных ядерных объектов. Трамп также заявил, что отправка спецпосланника Уиткофа и его зятя Кушнера на переговоры маловероятна. По словам Трампа, США могут подписать сделку еще до его поездки в Китай на следующей неделе. Если сделки не будет, Вашингтон вернется к старым методам, то есть к бомбардировкам. Пекин в зоне досягаемости новой турецкой ракеты. Анкара впервые представила межконтинентальную баллистическую ракету Ил-Дрым-Хан. Дальность полета до 6000 километров. Ее показали на военной выставке Саха-2026 в Стамбуле. По заявленным характеристикам, ракета способна нести боевую часть весом до 3 тонн. В Турции заявляют, что это самая дальнобойная и первая гиперзвуковая ракета в истории страны. Военно-аналитический портал Defense Express отмечает, что при
запуске с востока Турции ракета может достичь Пекина и покрывает большую часть Европы, Африки и Азии. Сейчас Турция официально не обладает ядерным оружием, однако эксперты уже называют новую разработку потенциальной основой для будущей ядерной программы. Кроме того, на выставке компании Байкар представила сразу 3 новых дрона «Камикадзе», которые могут прорвать систему ПВО противника. Это новое поколение дронов «Камикадзе», готовое оказать глобальное влияние, черпает свою главную силу из синергии роя, усиленной технологиями с применением искусственного интеллекта. Иными словами, речь идет о наступательных, относительно недорогих дронах в большом количестве, которые в определенном смысле будут перегружать системы противовоздушной обороны. Крысиный хантавирус на круизный лайнер, от которого уже погибло 3 человека, могли занести туристы-орнитологи, которые перед отплытием фотографировали птиц возле свалки в Аргентине и, возможно, контактировали с зараженными грызунами. После этого судно, на борту которого 150 людей, оказалось в центре международного скандала, пишет Daily Mail. Заболевшие уже есть в нескольких странах, лайнер несколько дней не пускали в порты Кабо-Верде из-за страха распространения болезни. Теперь Испания согласилась принять судно на Канарских островах. Пассажиров ждут медицинские проверки и возможный карантин до 8 недель. Власти Канарских островов пытались отклонить приказы Испании, опасаясь, что любой человек на борту судна может занести смертельно опасный вирус на их территорию. Их опасения только усилились, когда сегодня известно, что болезнь распространилась в Швейцарию после того, как у пассажира, покинувшего круизный лайнер до начала вспышки вируса, появились симптомы по прибытию домой, и сейчас он проходит лечение в Цюрихе. Битва за лежаки на море и в суде. Громкое дело. Каждый из нас сталкивался с подобным. Немецкий турист отсудил компенсацию у туроператора после того, как проиграл ежедневную гонку за шезлонги в греческом отеле. Об этом пишет также Daily Mail. Семья отдыхала на острове Кос и заплатила за отпуск больше 7 тысяч евро, но вместо спокойного отдыха каждое утро начиналось с борьбы за место у бассейна. По словам туриста, уже в 6 утра почти все лежаки были заняты полотенцами, несмотря на официальный запрет отеля. Мужчина пожаловался, что семье приходилось по 20 минут искать свободные места, а иногда детям и вовсе приходилось лежать на плитке у бассейна. При этом персонал гостиницы никак не вмешивался. В итоге суд встал на сторону отдыхающего и обязал туроператора выплатить компенсацию за испорченный отдых. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите свой лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.